Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Выйду в поле голая, пусть сожрет медведь. Все равно мне, бедненькой, нечего надеть. Очень часто девочки жалуются, что у них нет красивых тканей и им не из чего шить. А у меня нашлись обрезки плотной костюмной ткани. Это для школы шили школьную форму. Остались выпады кроя. Из них смогла выбрать кусочки и нарезать квадраты 12 на 12 сантиметров. Достаточно 16 штук. И после предыдущих проектов осталось несколько совсем узких полосок. Будем недостатки одной ткани компенсировать недостатками другой. Минус на минус дает плюс. Для начала работы надо приготовить выкройку, клинышек. Нарисуйте квадрат 12 на 12 сантиметров. От одного угла отложите по обеим сторонам по 3,5 сантиметра. И эти точки соедините с противоположным углом. Вот и все готово. Дальше этот клинышек укладываем на ткань и обрисовываем. А потом берем цветную полоску ткани. Край можно сразу подогнуть, выровнять по нарисованной линии и пришить на швейной машинке. Конечно же, отшиваем сразу много. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Если хватает длины цветной полоски, то пришиваем ее сразу на несколько деталей. При работе надо следить за тем, чтобы все цветные полоски были распределены равномерно. Когда на все детали нашиты лоскутки первого ряда, можно перевернуть заготовки, срезать лишнюю ткань и пришивать второй ряд. Эти лоскутки мы уже накладываем на первый ряд лицом к лицу и прокладываем строчку. Каждый пришитый ряд лоскутков надо обязательно проутюживать и подравнивать. Интересные эффекты получаются, когда цветные полоски узкие. Так мы заполняем полностью все пространство. Будет примерно по 3-4 ряда полосок. Смотрите, уже сейчас можно составить интересный узор. Получаются сияющие кристаллы на черном фоне. И таким узором мы уже сшили раньше и лоскутное джинсовое одеяло, и декоративные подушки. А сегодня попробуем немного разнообразить наш узор. Маленьким кусочком ткани закроем свободный черный угол. Вот я немного поработала за кадром, пришила еще небольшие лоскутки. И смотрите, как изменился и дополнился узор. Среди крупных бриллиантов засияли кристаллы чуть меньшего размера. После этого детали надо обязательно проутюжить и подровнять. Так, девочки, а теперь показываю самый быстрый, самый рациональный способ работы. У нас 16 готовых деталей. Выкладываем их квадратом 4 на 4. Первым делом будем сшивать детали первой и второй колонки, потом третьей и четвертой. При работе за швейной машинкой следим за тем, чтобы начало цветных частей на всех деталях совпадали. Соединили две детали,
Потом к ним сразу приставляем и прошиваем следующие 2. И так до конца вертикального ряда. Когда отшили обе колонки, детали разворачиваем и расправляем. И надо на этом этапе обязательно проутюжить все швы с паром, иначе потом будет очень сложно со всем этим справиться. А дальше соединяем уже обе колонки вместе. Смотрите, какая хитрая конструкция получается. Все полотно держится на нитках, на соединительных швах. Конечно, перед тем, как шить дальше, работаем утюгом. При этом припуски на швы заутюживаем в разных направлениях, чтобы в местах соединений не было лишних утолщений. А дальше просто сгибаем заготовку и прошиваем ее по горизонтали. При этом способе работы все уголочки стыкуются автоматически. Ничего никуда не убежит и не сдвинется. И смотрите, какое интересное полотно у нас получается. Россыпь кристаллов. Вот они, узкие полоски, которые сложно куда-то использовать. Сейчас они все визуально сливаются. Полотно сияет и переливается. А те темные некрасивые ткани дают нам опору и крепость. А черный цвет в лоскутных изделиях выглядит как пустота, как черные дыры, бриллианты на черном бархате. Конечно же, эту работу можно и нужно еще продолжить. Естественно, специально ткани в лапшу резать не будем. Подождем немного. Мелкие цветные обрезки быстро накопятся. Да и дети из школьной формы быстро вырастают. Поэтому сочиним продолжение. Будет у нас красивая декоративная подушка. Ну или сумка. А если еще больше насобирать таких заготовок, то можно сшить и большое лоскутное покрывало. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите. Уверена, у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!